No limits, no ceiling, no crown. No pressure gonna hold me down. No stopping till I break every rule. No limits to what I can do. Nowhere is too far away. No border gonna stand in my way. No wall that I can't break through. No limits to what I can do. Look at my piece of shit. Это для воды. Нави будет воду носить. Так, друзья, что у меня за... Не, это специально, не, это хорошо, наоборот, ставь так. Ну хорошо же было. Привет, друзья. Hola, what's up? Мы идем в горы лазить, попробуем найти там озеро. В общем, короче, мы посмотрим, увидим, мы не знаем, что нас ждет. Сейчас заезжаем за Батей. Не, заезжаем, он нас сам будет ждать. Он сам нас ждет. Короче, вот так, таких вчетвером мы попробуем Как обычно, короче. полазить по горам, да. Все, поехали, Погнали! увидимся. Three years now since everything changed. 3 years more than I could anticipate. It's like I'm lost off in outer space and can't escape. But life's just like an old watering can. You can only pour what you can hold in your hand. Let it out and fill it up again if you can. Yes, thank you. Be good. Just take care. I hope we can. В общем, мы здесь начинаем свой путь. Говорят, разрешение надо брать, чтобы идти на мотолинис. Но мы вряд ли пойдем на мотолинис, потому что дойти часов 7-8. По-хорошему. Одним днем сложно. Так что, мы пойдем просто погуляем, посмотрим, сколько дойдем, столько дойдем, чтобы обратно успеть вернуться. У нас же ни палаток, ничего с собой нет. Так, воду переложим Нави, чтобы понесла. Все, поехали. Фастер, Нави, фастер. Пока идем по солнцу. Жарковато, конечно, тяжеловато. Но вот сейчас вроде в лесок уже заходим. Преимущество этих гор, что здесь в основном лес. И не так жарко ходить. Вот, зашли в лес. Более густой и более прохладный. Часа 3-4 до озера идти. Озеро, наверное, не очень прикольное, потому что сейчас все озера, они высушены, без воды. Даже сноркел взяли. Маску. На всякий случай. Мы уже Минут помираем. 5, 11, 12. Не знаю, мне кажется, как будто мы час или полчаса идем. Какой час? Ну, Нави полчаса. даже не вспотела, посмотри на нее. Нави, don't drink so much water. А так, сам подъем, но он такой довольно крутой, но как по ступенькам. Сравнимо, наверное, как ты идешь просто в многоэтажке. Why you put it? Ну, чуть сложнее, может, потому что не так ровно. Мы... Ну, немного скользко. Ничего себе немного. А так, в Скользко? принципе, Скользко. нормально. Ну, скользко, Змеи да. ползают, Вот, меня черепахи почти, кусают за палец. Левый Орел тут орет где-то. Да, где-то не орёт. орет, а кричит. Спуститься немножко То в есть сторону, да? гиды не разрешают даже здесь ходить, да? Да я не знаю, может разрешают. Ну у нас палаты ничего нет. Да, что то есть, нам типа, делать? по идее, мы должны пойти в ДВН разрешение брать. У кого? У мэра? Майора. Да не у майора, там, наверное, Да, есть какое-то скорее всего, отделение для этого. Да, у кого-то надо разрешение брать. Ну это если в случае нашей смерти нас нашли, и как бы, ну, меньше волокиты было. Ты смотри, птичку уже нашли. Так, если что, у меня это не мейкап. Это мейкап. кто-то вот из них мне стрелял. Вот сразу в глаз бьешь, Ладно. чтобы шкурку не портить.
Да, я Да. белок в детстве Ваня говорит. стрелял. Сергей так хорошо стреляет, что может в глаз на расстояние попасть. Это я говорил до этого, да? До этого и до говорил, этого. да. Так и А получилось. потом каким-то образом я получаю в глаз пулькой. Хорошо не железный. Да, хорошо, что не железная пулька была. Сколько там метров-то было? Метров 20? Да, метров. Это из игрушечного автоматика с метров 20. В глаз попасть. Китайский, да, 200 песо всего. 200, да. Я За 200 вчера песо они охотник тут какое-то... бью прямо в глаз, попадая ему. За 200 песо они какое-то прям орудие убийства тут продают. Вообще. То есть дети могут спокойно купить. Кстати, еще не в тему. Такую штуку вчера узнал, что на Филиппинах, короче, нельзя рвать, сжигать и вообще портить деньги местные. Штраф 25 тысяч песо. От 25 тысяч песо до заключения в тюрьме на 5 лет. Не знаю, может, у нас в России тоже такие же законы. Но мне это шокировало. Вот сейчас случай был. Какой-то иностранец приехал, поругался с продавцом, порвал 100 песо. И там теперь разборки с полицией. Вот. Я Нави говорю, не знаю, мне кажется, пофигу как-то. Ты можешь с рублем что угодно сделать. Хоть подтереться. Ну, ничего не будет. Ну и, по крайней мере, это никак там, меня не оскорбляет. Мне пофигу. Она аж обиделась на меня за это. Типа, это прям что-то святое. Вот, хотя сама деньги постоянно разбрасывает дома, мелочи. Я говорю, что ж так неуважительно к деньгам относишься? В целом, к деньгам как плохо относишься. Хранишь их неопрятно или разбрасываешь везде, то это тоже путь к бедности, на самом деле. Нужно хорошо обращаться с деньгами. В любом случае, вне зависимости от страны, а просто на то, что благодаря чего ты, в принципе, живешь. Oh my god, I'm on the top of the mountain. Идти становится немного полегче. Вообще, все время так я заметил. Чем дольше идешь, тем легче становится. Организм начинает понимать, что... ну все, парень, походу, далеко собрался и включается в работу. А вначале сопротивляется, ленится, так тяжело, одышка. И дальше проще. Ну, как Ваня сказал, ему самое тяжелое было до меня до 2-го этажа подняться, когда он за мной заезжал. Еще что я понял, это не нужно много пить воды. Чем больше пьешь, тем больше хочется. То есть оставаться немного с жаждой, пить по чуть-чуть. И тоже идти проще становится. Вау, вот это тут видок. Смотрите. Красота какая. Не так жарко, даже на солнце не так жарко. Пахнет здесь, чем только не пахнет, ну, в хорошем плане, то есть разные благоухания, цветы и так далее. Свежий воздух. Очень красиво. Сейчас камера, конечно, не передает этот объем, просто, ну, настолько тут все объемно. Ну как вам видочек? Я ни хера не вижу. Меня Ванька закрыл. Это море, если что, его так плохо видно, за дымкой, все в дымке сегодня. А там, да, море, вон, где земля заканчивается, вот это.
где-то были. Вот в этом видео по ссылке. Вода родниковая. Взяли только печеньки с собой. Ну так и проще, да, идти. Да. Не жратесь. Если постоянно останавливаться, есть, Мне кажется, что... набивать себе брюхо, да, будет Три тяжело. баночки сардин. Я даже Я тогда не помню, мы ходили в этот самый, на Маунт-Алине с Валенсией. Так мы останавливались 2 раза, да, точно? Да. Ну, там 1 раз останавливались точно, где-то на час варили рис, ели рис, да, готовили прям там. Да, то есть Да, филиппинцы варили ходят рис, С обычно. рисом, то есть рис берешь. Отдыхали, спали. А, ты рассказывал случай, они бабуи брали, да? Да, да. Взяли свинью, да, свинья, да, она да. сама дошла до верха, Ой, там, макароны, там столько жратвы было. ужас. там ее приготовили, там с рисом все дела варят. Я говорю, мы куда Ну, шли такие. вообще? Ну, Так, вот дорога. Мы уже здесь, полпути. Вот оно озеро. Потом еще столько же примерно до других озер. Ну и Ну, это до выше. пика Монталиниса самого. А что он нам сказал, типа 7 часов? 7 часов идти. Ну так и получается. Вот смотри, мы Нет. 2 часа примерно сюда идем. Да. Рекомендую, кстати, эту карту. Maps.me называется. Можно оффлайн загрузить любую карту, любую страну, город, район и так далее. И там, что важно, в ней есть вот эти маленькие тропы, маленькие дороги в ней отмечены. В отличие там от Google Maps и так далее, где вообще нет никаких маленьких дорог. С Maps.me намного удобнее путешествовать. Там есть платная версия. Платная версия стоит копейки какие-то там в год. 120, может там 150 рублей, но дается на год целый. Ну, можно, по-моему, пользоваться и бесплатной версией. Немного она ограничена. Наверное, нельзя туда закачивать оффлайн карты. Опять 2 тропы. А, нет, это одна, наверное. Так, а куда? Ну туда, да, наверное. Похоже, обезьяны здесь есть. Какашки видели чьи-то? Не похожи на человечьи. Маленькие. Похожи на мартышкина. Еще звук какой-то был такой, как обезьянка свистнула. Вообще на Филиппинах не особо их. Но я еще ни разу не видел обезьян. Они такие только, может, в диких местах. А так их, по-моему, уже везде истребили. Выловили. То есть таких прям приставучих, как в Таиланде, там, в Индонезии нет. Не то что приставучих, вообще не видно. Heartbeats only happen one at a time, one at a time. You can't rush a moment, so don't even try, don't even try. There's a symphony you're missing. If you only listen, you'll find big magic in the mundane, the big picture in a small frame. Everything is sacred when you take time to notice. Big Всё, вышли на love озеро. happens in the Вышли small наконец-то. moments. Big love happens in the small moments. Так ни разу не останавливаюсь, чтобы прям сидеть, то быстро. То есть это полпути до вершины Монталини. Ну, Что, пойдемте туда? Ну не видно, чтобы кто-то был. Это маракуйя. Все равно есть, да? маракуйя, дерево маракуйя. Нашли. Хорошая такая прям свежачок. Это можно есть. What's this? Strawberry? Yeah. Really? Oh my god! Вкусно. Да. И клубничку нашли. My first time eating strawberry. Наверное, никогда не пробовал клубнику. Still Not strawberry. so sweet. В общем, решили здесь присесть, поесть. Ну и, в принципе, дальше не пойдем, потому что будет уже Будем плавать темно. сейчас. Да, может, сейчас поплаваем, поедим маракуйя, Взял, нырять будет. да пойдем обратно домой.
Это мой бэкграунд. Танцы на бэкграунде. Так, можно переодеться. Плавки. Даже маска есть. Так что она пригодится. Так, переоделись. По сложности сюда примерно идти так же, как до Пунчака. Это вот куда мы с ночевой ходили, в палаткой вот по ссылке. Вот, то есть тут часа 2 с небольшим. В принципе, не такой сложный маршрут. Еще столько же и будет вершина горы самая высокая. Здесь, на Негросе, Ориентале. Арахисовая паста. С хлебом или печеньями. You know? Да, погодка здесь не совсем пляжная. Шорты надел, и вообще холодно стало. Не хватает чайка с термосом. Мы думаем, идти купаться или нет. Потому что что-то уже холодно стало. Да, давайте Голосуйте, да. проголосуем в комментариях, как обычно. Ставьте внизу 1 или 2. 1 это мы пойдем купаться, 2 это нет. Только поторопитесь, холодно здесь ждать. А что насчет маракуйи? Мы будем есть Да, маракуйю? я сейчас съем. В диких условиях. Нави, Иван? No, where's Вот the это other классно. one? Вау. О, Nice. это мое Джу- почтение. There's another Juicy one. fruit. Yeah, where is it? I found another one. Нави, Иван? Не. No. Why you eat everything? Я до этого никогда не ел маракуйю особо. У меня ассоциируется только с чаем. Что чай только пил с маракуйей до этого. Сладкая такая, да. Немного кислая. Вкусно, короче, вкусно. Мое почтение, опять же. Воды Финка вот на руке. Хорошо Piece of shit in me. отдыхать. Послушаем птичек. Это лягушка. Создадим тишину. Тс. Погнали! Главное, что бесплатное. Это самое вкусное в этом. Как заряжу двоечку, будешь лежать отдыхать. Ты споришь. Crocodile is coming for you. Go swimming. Купаться, So vague, загорать, and I hate it. отрываться. I hate it the way that you say that you've wasted my time. I was just too Так, да, Ваня взял подводную камеру. И он мне даст съемки. and I won't try to save it. It's fine when I'm stuck in my mind. I can't leave it behind. I know I said I wouldn't call, but I miss you. Освежает, когда выходишь из воды. Нырять здесь стрёмно. Начинаешь нырять, и там видишь только на расстоянии вытянутой руки. Все мутное такое, стрёмное, страшное. А дальше там начинаешь проваливаться под ил по колено. Такой мягкий ил, как в российских озерах или таких реках. You smell like carabao now. Надеемся, что это проточная вода. Потому что немного попало в рот. Inside, and I hate it. Don't you hate it? Хорошо, одежду сменную взял. Said I wouldn't call. Не так уж теперь холодно. Хотя Ваня, он говорит, ему нормально в мокрых штанах сейчас обратно идти. Вот, в общем, перекус. И погнали обратно. Все, погнали обратно. Кукушка, bring my camera, please. Прям на самом деле холодно стало. Прям хочется идти быстрее теперь обратно, чтобы согреться. То есть такой температура постоянно меняется. Сначала было жарко,
потом обливался. Потом прохладно, когда ты вспотел уже и начинает обдувать ветром. Потом опять жарко. Потом там на озере уже холодно. После купания особенно. И теперь нужно опять согреваться. И сейчас внизу опять, наверное, будет тепло, жарко. Кто последний? Захватите камеру. На Филиппинах первый раз лягуха. Ты какой, на? Да, древесный. Прыгнуло надо сделать. В общем, все, идем обратно. На обратно идти намного проще. Конечно, легкие уже прям согрелась. Даже жарковато стало. Кукушка вон идет. Летает. Кукушка устала немножко. Ну, совсем немножко. Кукуша не смешон. Да. Already not смешон. Вот смешон. You already not смешон. Не смешон! Нет, все еще смешон. Сумасшедший смешон. Сумасшедший смешон. Хорошо в лесу. Прям нужно иногда выбираться, конечно, сюда. Перезагрузка. Мозг перезагрузка 2019. Подышать настоящим свежим воздухом. Хотя на воздух, конечно, я не жалуюсь. В наших апартаментах на берегу моря все время хороший воздух. Но здесь еще и пахнет вкусно. Потому что мы решили кофе попить. Нужно обувь с высокой лодыжкой, конечно, надевать, чтобы не вывихнуть ногу. А я хожу в кроссовках, что неправильно. Очень легко вывернуть лодыжку. Вот, даже. Вот, чуть. Так это держись за эти самые. Я камеру специально убрал сейчас, чтобы это. Вот так. Да, так что я, наверное, сейчас тоже, наверное, короче. камеру буду убирать. И, в принципе, мы уже Да, все ты сейчас сняли. камеру бы убрал лучше. Рука устает даже. Ну, вес такой тоже не маленький. Так что не намного, на самом деле, становится проще вниз идти. Не намного быстрее, я бы сказал. Примерно так же. Потому что спускаешься, тоже осторожничаешь, чтобы ничего не вывернуть. И вот мы здесь, в этом красивом месте. Вау. Привет, красивый вид снова. Помедитируем немножко. Красота-то красота. Чё, погнали? Чупа-чапали, чупа-чапали. Чё почапали, чё погнали. Вот, в принципе, уже заканчивается дорога. Вернее, лес заканчивается. Осталось вот это немного равнины. Вот, спускаться, немного напряг такой идет в колени. Потому что все время на согнутых ногах и такой довольно резкий спуск. Вот, ноги немного дрожат теперь. Устали. Вот, а так в целом легко. Дыхалки легко. Что-то кажется, дождик собирается. Да, погодка хмурится, что мы вовремя уходим, потому что здесь вообще будет жестче обычно в горах. Больше дождя. И мне кажется, здесь настолько приятные, спокойные звуки, что я даже, наверное, буду использовать музыку по минимуму, только где на байке и так далее. А так вставлять постараюсь более реальную музыку.
Вот слушайте, наверное, сейчас. Вот зачем музыка? Капли дождя, птицы, природа. Никаких посторонних звуков, кроме моего голоса. Надеюсь, он вас не так раздражает. Подписывайтесь, кстати, на меня в Инстаграм, вот по ссылке. Там вы можете смотреть в реальном времени. Потому что на YouTube я выкладываю все с опозданием, потому что пока я смонтирую, все дела, проходит месяц, а то и 2. В Инстаграме все в этот же день в сторисах. Вот там вся житуха в сторисах. Просто красота какая-то, вырезки красивых видео, самых моментов, фотографий в постах. Так что подписывайтесь. Вот мы и здесь. На байках. Правда, без Нави и без Сергея. Они остались в лесу. Они, да, скорее всего. Может, на них обезьяны напали. Tired of waiting, lost, I'm sitting at home. Dream of a new destination, lust for something unknown. Oh, you better leave it alone. You know, I'd rather get up and go. How long can I lie around waiting for it? Sometimes you gotta walk out the door. Приехали кофеечек попить вовремя. Здесь пати какой-то. Корпоративы, новогодние корпоративы начинаются. О, конкурс. Веселый тамадай, конкурсы интересные. Без страховки, без всего просто. И херачит. Опасные у них, конечно, праздники. Интересно, это еще, наверное, под шофе все. Выпивкой. Do you miss me too? Maybe I can let it go. I won't miss you. Won't miss you. I won't miss you. Won't miss you. I won't miss you. Won't miss you. Мое почтение. Смотрите, какой дождь. Все, мы поехали. Мы отъехали просто немного, потому что там музыка играет, и меня потом забанят. Или я никогда не смогу в жизни включить монетизацию с ней. И, в общем-то... Все, всем пока, короче. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо. Особенно, кто досмотрел до этого момента. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии внизу. Вот. Погодка портится, дождик. Вот. А еще я хотел сказать, пока не забыл. Я делаю канал на Патреоне. Вот, Patreon — это такая программа, где вы... Ну, я потом подробнее об этом расскажу. В общем, вы получаете дополнительные материалы за
1, 3 или 5 долларов, смотря в зависимости от тарифа, и я буду публиковать туда больше видео, обучающие видео, также просто влоги, которые не вошли на YouTube, вот, ну и много всего, вот, а также приглашение в закрытый чат в Telegram, вот, но сейчас я пока немного там загрузил всего, ну, я начинаю загружать, и это скорее вы будете подписываться, но я прошу скорее не ради этих материалов, а просто чтобы поддержать меня. Такой один из способов будет поддержки моего творчества. Вот, вы можете подписаться. Вот, ну и как бонус вы получите там в зависимости от плана какие-то материалы. Это стоит не больше, чем стоит кофе. Вот, так что что здесь происходит? Уже помидоры едят. Вот. Так что подписывайтесь, чтобы Нави покупать помидоры и мороженое. Так что Хорошо. спасибо. Пока-пока. Спасибо. No